И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 17 марта, и второй мой материал традиционно посвящен событиям на фронте, сводке, что происходит на фронтах в Украине, и так традиционно с южного направления. После той неудачной попытки, которую организовал Николаевский гарнизон вылазки в район Херсона, кстати, я вчера не стал уже говорить, потому что на фоне той катастрофы, которая случилась севернее Киева по поводу вылазки в ВСУ, они там потеряли очень много личного состава, которые попали по сути в засаду. А российские войска, очевидно, имея планы украинского руководства, либо были предупреждены о том, что будет такое контрнаступление, устроили ударным штурмовым группам ВСУ засаду, и эти группы были уничтожены. Так вот, Николаевская вылазка на фоне этого была сущей мелочью. Была попытка ночная прорваться в район Херсона, но она закончилась неудачно. Так вот, после этой вылазки стороны особо сегодня никаких активных действий не предпринимают, то есть зачищают свои тылы, укрепляют позиции. В целом здесь идет пока позиционная борьба. То же самое южнее Запорожья. После того, как украинская группировка ВСУ получила артиллерийское поражение, тоже никто здесь активных боевых действий не ведет. Периодически что-то перестреливается, туда-сюда летают снаряды, но больших активных боевых действий здесь нет. А самые основные действия происходят на Донецком фронте, причем я бы даже сказал не на Донецком, а на Изюмском фронте, куда мы еще дойдем. Но начнем по порядку. Сначала, что у нас под Курахово. Судя по тому, как активно действуют войска ДНР в районе Марьинки и как остановились на рубеже реки Сухие Ялы российские войска, вероятнее всего здесь все-таки ВСУ сумела создать довольно серьезную оборону. И российское командование решило просто обойти эту позицию и ударить ей во фланг и в тыл, что сегодня и делает народная милиция Донецкой Народной Республики. В Марьинке южнее идут бои. В целом, если здесь оборона ВСУ не выдержит, то украинским войскам придется быстро сниматься с линии Сухих Ял и отходить в район Курахова, либо даже за Курахово. При этом вчера вечером пришли сообщения о том, что украинские последние подразделения, либо там отряды местной теробороны, или кто там они оставались, покинули город Угледар. Пока сообщение о том, что город полностью зачищен и находится под контролем российской армии, нет. Тем не менее, сообщение от местных жителей о том, что в Угледаре украинских войск нет, мне лично пришло. Пока я его проверяю, ставим его как неподтвержденное, думаю, к вечеру я все проясню. В районе Горловки также медленно, но уверенно продвигается наступление, прогрызается оборона. Пришло сообщение о том, что войска народной милиции ДНР взяли село Верхнеторецкое и движутся дальше по южным пригородам Нью-Йорка. Того самого Нью-Йорка, который еще недавно, несколько лет назад, был ПГТ Новгородское. Также идут очень сильные бои в районе Рубежного. Также уже есть сообщение о том, что вроде бы пехотные части зашли и в Северодонецк, который очень сильно пострадал от артиллерийской дуэли в народной милиции ЛНР и вооруженных сил Украины. Но самое интересное событие разворачивается севернее, в районе Изюма, где, судя по тем сообщениям, которые пришли вчера вечером, российским войскам удалось наконец-то обезопасить свою переправу юго-западнее Изюма. То есть в самой южной части Изюма еще есть несколько групп ВСУ, которые удерживают свои позиции. Но они уже в целом не мешают значительным силам российской армии переправляться через реку и дальше двигаться на юг. И вот вчера пришли сообщения, что российская армия именно большими силами начала продвигаться на юг. И сейчас уже не разъезды ведут бои в районе Барвенкова, а сюда подтягиваются большие крупные силы российской армии, которые наступают в тыл Краматорско-Славянской группировки. И здесь я хочу ответить на один вопрос, который мне часто задают мои уважаемые зрители того или иного села. Юрий, вот на вашей карте, например, вот это село якобы под Россией, либо под ЛНР, ДНР, а оно на самом деле там еще есть какие-то блокпосты теробороны. Понимаете, здесь нельзя нарисовать точную, четкую карту, которая бы однозначно определяла принадлежность того или иного населенного пункта той или иной стороне. Зачастую это слоеный пирог. А еще чаще, например, на примере, почему я, давно перестал описывать события в Сумской области, значительной части Черниговской области, там вообще ситуация такая, знаете, внутри сидит тероборона, там частей ВСУ нигде нет. Например, Конотоп, там Сумы, да. Но вокруг стоят блокпосты российских войск, вернее укрепленные районы российских войск, а все остальное это серая зона, которая, если так разобраться, не подконтрольна никому. И где зачастую даже местная самооборона, она не является теробороной официальной. Они говорят, мы здесь охраняем порядок в своем селе. Собираются мужики, да, и охраняют порядок в своем селе. Вот кому принадлежит это село? Мое мнение, никому. Но в оперативном подчинении, то есть российская армия может действовать здесь совершенно свободно. То есть российская колонна идет, и ее в принципе никто особо не трогает. А если она не идет, и власти российской здесь нет. Именно по этой причине я ставлю эту территорию под контролем Российской Федерации, потому что в оперативном отношении эта территория действительно находится под контролем Российской Федерации. Несмотря на то, что во многих селах региона власти по сути нет. Чтобы вы понимали, как реально выглядит ситуация. И эта линия, которую я черчу, она во многом условна.
То есть я черчу вот эту линию фронта, исходя из того, что на этой территории российские войска имеют свободу оперативного передвижения, а не что они контролируют здесь каждый населенный пункт. То есть линия обороны здесь ВСУ в целом сломана, но российские войска не берут под контроль все населенные пункты. Думаю, больше теперь уже к этому вопросу мы возвращаться не будем. Ну и также хотел кратко описать ситуацию под Харьковом. Много вопросов, как выглядит ситуация. На сегодняшний момент ситуация выглядит следующим образом. После того, как был неудачный штурм российскими войсками Харькова, где они взяли почти половину города, они из него вышли и сейчас блокируют город на уровне Дергачи, Новая Рогань. Причем в Новой Рогане идут постоянно какие-то перестрелки, в Дергачах идут постоянные попытки взять под полный контроль этот город. Насколько мне известно, пока неудачные. Ну а в районе Малой Рогани это еще попытка отрезать Чугуевский гарнизон от Харьковского. Ну и также сегодня утром пришло какое-то странное сообщение о том, что якобы, ну это чисто не сообщение, это фотография на фоне Чугуевского отдела полиции. Человек в белой повязке, отличительная черта российских вооруженных сил, якобы стоит и, ну, не знаю, у меня пока новостей с Чугуева нет, люди на связь не вышли. Как-то очень странно это все выглядит с учетом того, что не думаю, что ВСУ сдадут Чугуев, который довольно серьезно укреплен без боев. Поэтому я ставлю этот факт пока под сомнение. Но если это подтвердится, это значит, что действительно ВСУ сбежали из Чугуева без боя. С учетом прорыва изюмских позиций ВСУ, уже в ближайшее время южнее и юго-восточнее Харькова могут начаться довольно крупные сражения. И не случайно именно сегодня был нанесен удар крылатыми ракетами по местам сосредоточения ВСУ и теробороны в городе Мерефа. Было поражено 2 объекта, и по данным местных властей, там есть погибшие и раненые среди украинских военных. Под Киевом в целом после неудавшегося контрнаступления ВСУ относительно тишина, немножко стороны перестреливается, но никто активно никуда пока по состоянию на сегодняшнее утро не наступает. Вот так на сейчас, например, на 11 часов по Москве, 17 марта выглядит ситуация на фронтах украинской войны. На этом пока все. Подробный полный обзор того, что произошло за сегодня, планируется в вечернем выпуске. Дождитесь его. Ну, думаю, он где-то появится в районе 20-22:00 по московскому времени. До свидания.